Всем привет! Кто смотрел вчерашний мой видос, я говорил, что у нас было штормовое предупреждение. И вот сегодня начался ветер. Такой, может, камера не передает, но такой не слабенький ветер начался. Сейчас вот чуть-чуть он подутих. А мне надо, вот я с пакетом, надо поехать купить продуктов. Теперь надо искать магазин с продуктами. Как раз поеду, посмотрим, какие магазины сейчас работают. Поехали. Ёпсель. Вон, видели, сосед поднял дворники. Молодец. Вон поехала машина, которая снег убирает. Так, магазины у нас в этой стороне. Поехали. Надо включить фары. Ну, видите, на дорогах мало людей. В основном это сейчас 100% будут, большинство это Субары будут или какие-то паркетники полноприводные. Так, автозон работает. Автозон работает. Посмотрим сейчас магазин, работает или нет. По-моему, первый будет Винка Фуд. Посмотрим, работает. Если работает, я сразу в него и пойду. Так, шиномонтажка закрыта. Да, не, хотя открыт, один бокс открыт. Не, скорее всего, просто ролета закрыта. Так, успеем? Успеем. Уже люди цепи поодевали. Вон трак поехал с цепями. Я уже почти приехал. Фудкарты не работают, конечно. Я уже почти приехал. Интересно, что будет к вечеру, потому что мне вечером нужно на работу в ночную смену. У нее такая работа, там сколько бы снега не выпало, ты должен быть на работе. Это больница, поэтому она по снегу не очень хорошо ездит. Придется ее, наверное, тогда отвозить. Ну, если заметет снегом. Она боится по снегу ездить. Так, Фред Майер, первый Фред Майер. Поедем сейчас посмотрим, что там в Фред Майере. Фред Майер. Да, работает все, да. Да, все нормально. Куча машин, тележки, продукты отлично. Значит, сейчас возьму продукты в Фред Майере. Так. Ну, даже чувак он на Приусе приехал. Ничего. Нормально. Сейчас куплюсь. За крабами мы скоро поедем на рыбалку. Наловим не хуже. Так, и салфетки надо взять. Попы вытирать.
Ну, я имею в виду деткам. Так, ну надо попить взять. Жена попросила попить. Вот это тут ginger. Ну это не пиво, так называется, ginger beer. Блин, а где там бутылочка упала? Короче, нет в бутылочках. Возьму это. Кстати, кто приехал в Штаты, если вы чувствуете, что кока-кола какого-то не такого вкуса, это потому что здесь кукурузный сироп добавляют в кока-колу. Вот зайдите в магазин, если написано вот с Мексики, она, кстати, дороже. Вот за 4 бутылочки 7,49. Но там будет сахарный сироп. И будет вкус такой же самый, как у вас дома был. Потому что если сравнить, здесь получается вот за 4 бутылочки 7,49. А здесь можно взять, да, любую вон кока-колу взять, вон оригинал на $9. То есть буквально там на пару баксов дороже. Но это целая пачка. Кстати, возьму себе такую. И последний завершающий штрих — это вода. Так. Вот. Вода. Я обычно эту самую простую беру. 35 бутылок. Сейчас пару пачек возьму. Ай. Ветер все продолжает дуть. Будет дуть. Все, я вышел. Едет на Приусе впереди, создает пробку, едет медленно. Он бы ехать вот в правой линии спокойно, а ему приходится обгонять по правой стороне. Вот видите? Снега этого ждал. Я даже квадроцикл на задний двор не ставил. Вот жду, что все-таки навалит. Не метель, а навалит снег. Хочу покататься здесь по улицам. Я так делаю всегда, когда снежок. Но чувствую, что, наверное, его сегодня буду ставить, наверное, на задний двор. Спасибо за просмотр. Буду делать такие короткие вложки, съемки. Некоторые из подписчиков интересуются, спрашивают, что снять по личному. Может, интересно. Это самое. И я их даже не буду подписывать. У меня, например, все, которые видео про Junkyard, оно подписано на работу на Junkyard в США, это кликбейтовые люди много заходят, а это уже именно, я уже буду снимать именно для своей аудитории, кому нравится. Кому что интересно, пишите, задавайте в комментариях. До новых встреч!